Выбираемся в потемках по лесополосе вдоль Вилейского водохранилища. Собираем вещи, которые понадобятся с собой на сегодня. Такая у нас поклажа получилась. И это еще, ребят, не все, между прочим. Ищем точечку эхолотом. 7,6 метров вот здесь вот показывает. Сейчас, чуть-чуть будем отступать, смотреть, может, какую-то бровочку или что. А может, просто на столе на этом остановимся, все, и будем сидеть. Главное закормить, ребят. Весь прикол в том, ребят, что эхолот начал показывать вот здесь вот рыбу. Сейчас сместимся. Мне уже это место нравится. Рыба-то, смотрите, сколько. Шугу. Пробурили 4 луночки. Интересное место. Переходик такой прикольный. У нас стол 7,5-7,6 метров. Вот. Все это сейчас прихватится немножко рядиком. И будет вообще огонек. Шикарно вот так вот сижу в палатке. Повесили огоньки для того, чтобы было более светло. Вот такая красота. Здесь луночки передо мной. Вы скажете, зачем включила свет, а то сейчас ничего не будет клевать. И так ничего не клюет. Чуть-чуть потерпеть. Венчика не взяли, поэтому мешаю прикормку руками. Ничего страшного. Делаю стартовый закорм. Интересно, клюнет что-нибудь или нет. Потому что обычно есть время, там сутки, двое. А тут, получается, будет такой короткий выезд. Просто с ночи. Центральные вот две в этих. Выкармливаю больше корма. В крайней будет меньше корма. Вот это дело я все протираю. Чтобы оно у меня тут не это. И вот сюда. Пока что, так как оно чистое, у меня в палатке здесь есть вот, оп, такой чехольчик, сюда я пока это отправляю. Глубину я уже нашла. Распределяю грузики повыше. И сейчас на вот этот маленький крючок надеваю пару мотыльков. Ой, маленький здесь крючочек. Совсем маленький. Ставлю 2 мотылька. Нам нужно сначала хоть что-то поймать. А что я 2 мотылька ставлю? Ладно, ставлю 2 мотылька. Еще пока, видите, шуга на лунках. Но сейчас печка будет постепенно разогреваться. И я думаю, что все это будет потом гладеньким впоследствии. Так, и пробуем находить глубину. Поплавочек должен утонуть. Сейчас посмотрим, насколько он сейчас утонет здесь. Отлично. Я считаю, что отличненько. Все поводки с прошлого года нужно будет заменить. Это я сейчас ставлю. И потом у меня просто после того, как я закончу это делать, будет время. И я, естественно, поставлю новые крючки, новые поводки. Но пока я использую то, что было. И погнал. И погнал. Погнал. Все готово, лед трещит просто пипец как. Сейчас скажу, сколько часов. 2:43. Уже найдены точки, уже все закормлено. 3 удочки установлены, наживлены. Печка натоплена, в палатке вполне себе уютно. Ночевать я здесь не собираюсь, поэтому никаких раскладушек вы здесь не увидите. Ну и, друзья, будем ждать поклевочки. Может быть, сейчас что-нибудь перекусим или попьем чайку. Ребят, прошла рыба. Вон, видите, эхолот показывает, что появилась рыба на дне. В радиусе места, где я закармливала. Прикол.
О, нифига себе. Доброе утро, дамы и господа. Перевалило за 6 часов утра. На улице еще очень темно. Я наконец-то проснулась. Но на самом деле так прохладновато из-за того, что нету специального пола, типа ковшового, и приходится вот отгибать эту часть. Из-за того, что на улице сильный мороз, палатка быстрее остывает. Из-за этого ее сильнее приходится топить. Короче, прикольно. Никогда так не ночевали. Это очень интересно. Рыбу эхолот показывает. Постоянно на дне там какие-то шевеления есть. Пока ничего не клюет. Как вы думаете, я что-нибудь сегодня поймаю или нет? Ну и, наверное, пора, конечно же, пить кофе, без которого не клюет, кстати, никогда. На дне постоянно показываю, что ходит рыба. Я хочу сейчас камерой своей, Rivertech, посмотреть, так ли это. Я опускаю камеру в ту же лунку, в которой стоит эхолот. И, как видите, вот здесь вот показывает, где сейчас находится камера. Таким образом, я просто, видите, побежала. И за камерой кто-то тоже там следит. Но таким образом я резко сейчас не ударю по дну, а просто опущу камеру на нужную мне дистанцию и посмотрю, есть там что-то или нет. И нам нужно для того, чтобы видеть в темноте, включить инфракрасную подсветку. Попробуем. Оп. Подсветка включена. Что это было? Что это было? Кто-то атаковал мою камеру? Рыбки никакой на дне я не вижу. Хоть эхолот ее усиленно и показывает, пока мне никого не видно. Перенаживила все удилища. Сейчас вот перенаживляю на коромысло. Ради интереса поставлю одного опарыша. Крючки у меня маленькие совсем. Поставлю вот здесь вот свежего мотыля. Так. Давайте одного поставлю мотылька. Так, вот такой хороший мотыль. О, так. На леске стоишь. Лиманника не было, поэтому у Алексея с рынка Ждановича пришлось купить крупного мотыля, потому что кормового тоже не было, и гиганта мотыля, это который идет на насадку. Прекрасный мотыль, насадочный. Вот он выглядит вот так. Вот. Я люблю очень рыночного мотыля, потому что это самый свежий, самый лучший мотыль, который когда-либо бывает. Самое время для того, чтобы открыть наши все окошки. Клевки все еще не начались, поэтому было принято решение покушать. Как вкусно! Как вкусно, друзья! Это у меня вот приготовила свекровь. Представляете, какая вкуснотища! Как мне повезло! И винегретик от мамы. Пока ничего не клюет, не на жерлицы, не на плавки людей. Просто посмотрите, там сзади целый город. И там целый город, и там целый город. А мы, кстати, на плантации с тобой стоим. Попробую на одну из поплавочек поставить самый-самый маленький крючок, который у меня только есть. Если я не ошибаюсь, это вот у меня такой вот красненький. Наверное, ёрш, ребята. Сейчас посмотрим. Что-то, блин, прям утянуло или что? Ёрш. Ну, наконец-то хоть ёрш. Второй мотылек. И отправляем.
Кидаем его обратно. Будем надеяться, что кроме ерша обязательно что-нибудь подойдет. Но мы же знаем, что где есть ерш, там есть и лещ. Давайте и на соседнюю тоже поставлю также парочку мотылей. Парочку мотылей. Посмотрим, что у меня там стоит. Мне кажется, я везде поставила мотыля кольцом. Угу. И на одну удочку, которая слева, я все-таки поменяю поводок. Поставлю самый маленький крючок. А вдруг какая-нибудь плотвичка хорошая подойдет. Ни хрена. Есть, ребят, какая-то рыбка. Что-то небольшое. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Может, даже что-нибудь беленькое. Может, плотвичка. Ух ты. Ух ты. А кто это у нас здесь такой? Ух ты. Ух ты. Ничего себе. Подлещик, ребята. Вот такой красавчик. Такой красавчик. Красавец. Ребята, сработал самый маленький крючочек. Самый маленький, который вот я поставила. Колмик, ребята. Ради интереса попробую на... Опа, на коромысло. Ребят, что-то влетело. Что-то влетело на коромысло. Чуть не утянула мне удочку. Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ох, окунь. Окуняшка. Вот такой окуняшка, который мне сразу запутался. Поставлю одного опарыша и пучок мотыля. И получается 2 вне воды. Не знаю, может быть, коромысла не стоит вообще оставлять, потому что слишком много снастей получается. Неудобно. Вот такой вот, ребята, окунек. И я его передаю сейчас поставить на живца тебе. Наконец-то снег пошел. Ну, с одной стороны, это плохо, потому что покроет ледовое покрытие, если долго будет идти, и тогда лед больше не будет намерзать, а с другой стороны, просто красиво. Ложу мормышечку на дно. Несколько вот таких вот приятных колебательных движений по дну и пошла наверх. И вот я не могу ее засечь. Она идет наверх, и я не могу ее засечь. Идет рыбка, ребят. Небольшая. Сейчас посмотрим, кто. Ёрш. Ну вот это да. Ну эту гадость я, ребят, даже не отпускаю. Эту гадость я складываю в мусорный пакет. Только что произошла поклевочка. Что-то совсем небольшое идет. Наверное, тоже либо ёрш, либо микро. Окунек. Можно тоже его, кстати, на живца, ребят, поставить. На жерлочку. Вот только-только поставила 2 мотыля. До этого стоял тут 1. И это вот именно на 2 мотыля.
Ребят, вот только что на мормышечку поймала. Прикольно так эхолот показывает. Ну-ка, кто там у меня? Это кто? Ёрш, видите? Плохо, что пока ерши. Опять что-то небольшое на мормышечку, ребят. Опа. Опять. Ого. Это микросудак. Это микросудачок. Вот такой вот. Смотрите, и у него даже есть зубки. Пускай плывет, дури. Опа. Отошли на 2 секундочки от своих этих, пошли, сходили в туалет. Благо здесь недалеко. Ребят, только что на мормышечку вымучила наконец. Сейчас посмотрим кого. Окунька. Еще один живчик попался, которого можно ставить вместо карасика. Ну, я видела, что там плавают они. И видно в эхолот, как поднимаются. Наживляю снова одного мотыля колечком. Перекусила. Все еще надеюсь на то, что может подойти какая-то рыба. Видите? Лучше ехать, ребят, сюда с ночевкой на 2 суток, а не на 1 день. Ну хотя бы окунек, может, что еще подтянется все-таки. Ничего не крутит? Я думаю, что никого и нема. Опа. На мормышечку попалась еще одна живцовая рыбка, ребята. И самое интересное, наконец-то, мы даже увидели, как подошел он к точке нашей ловли. Наконец-то. Иду рыбу, которую поймали, ставить на живца. Ящик пошел нормально. Сделала вид, что хотела утянуть какая-то мелочь. Но наконец-то клюнула вот на это правое удилище. Опять лед начинает хрустеть. Вот успокоился лед, что-то начало, да, активизироваться. Да даже те же самые ерши, неважно. Просто начало что-то активизироваться. Только начало что-то активизироваться. Ого, вон там сейчас как клюнет. Смотри на его. Немножко мотыля, немножко. Сейчас. Так. Корма. Слепок. Вот такой вот кружочек. И может он тогда там внизу разобьется. И мы его туда. Вот снова я подкинула корма. И сейчас походу идет. Что, ёрш опять? Походу. Да, всех ершей на деревне Юлька достала. Есть. Намормышила. Ура! Намормышила. Слушайте, ну, будем пробовать сейчас спробовать еще. Ребятки, сейчас попробуем еще разочек организовать то же самое. Ложим. Делаем раз, два. Ребята, меня, походу, там на поплавок что-то начинает уже тягать. Есть, ребят. Есть. Есть. Сейчас. Опа, кто там у нас? Ага, это уже ёршик. Ничего.
Ёрш тоже. Хорошо, на мормыши. Снова буду пробовать на мормышку. Опять закинула немножко корма. Поплавки вообще молчат. Если бы не мормышка сегодня, мне кажется, вообще ничего не было. Делаю шлеп, шлеп, шлеп. Тяну еще какую-то рыбу. Ёрш. Ёрш. Еще один ёрш. Я мастер по ловле ерша. Идет кто-то, наверное, тоже ёрш. Из крайней правой лодочки. Ну, наконец-то хоть ерши даже есть. Сейчас я отправилась за рыбой в эту луночку. Тут, наверное, ребята, ёрш вот сейчас взялся. Да, ребят, на эту мормышку. И с крайней именно... А нет, это этот. Берж. Мини-судачок. Гляньте на него. Дурень. Дурень. А мы на рыбалке с Юлькой уехали на рыбалку. На Вилейском водохранилище уже стало намного меньше людей. Многие поуезжали домой, потому что завтра будний день. Завтра понедельник, мы тоже собираемся, друзья. Ну, вот такая вот рыбалка очередная получилась. Вот такой вот выезд на лед. Зимняя рыбалочка со льда на Вилейском водохранилище. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И, конечно, следите за обновлениями. Ни хвоста, ни шеи. Пока!